Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для кардигана. Узор простой, несложный. Его можно связать из остаточков пряжи, которые у нас остаются после каждого изделия. Мы не знаем, куда их деть. А здесь мы свяжем себе красивый в цвет осени кардиган. В этом видео мы рассмотрим столбики с накидом, воздушные цепочки, столбики без накида, а также я покажу, как я заправляю хвостики. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора кратен 3. Для примера мы наберем 18 воздушных петель, держим петельку и набираем 3 воздушные петли подъема. Отступаем назад, заходим в 5-ю петлю и провязываем ряд столбиками с накидом в каждую петлю воздушной цепочки. Я связала ряд столбиками с накидом. Теперь, так как у нас идет смена нити, я вам покажу, как можно менять нить. Мы, когда провязали последний столбик, у нас остается рабочая нить на крючке. Мы в это время добавляем новый цвет. Оттягиваем кончик нового цвета, и у нас произошла смена цвета. Теперь мы берем 2 ниточки, обматываем и вяжем дальше по рисунку. По рисунку у нас 1 воздушная петля, это начало 2-го ряда. Затянули все ниточки, перевернули работу и теперь вяжем новой нитью. Мы заходим во 2-й столбик, мы заходим в 1-й столбик, вот сюда, провязываем столбик без накида, и во 2-й столбик и провязываем столбик без накида. У нас произошла смена нити. 3 воздушные петли, пропускаем 2 столбика внизу, заходим в 3-й и провязываем столбик без накида. Затягиваем ниточку, 3 воздушные петли, пропускаем 2 столбика внизу, заходим в 3-й, провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, пропускаем 2 столбика внизу, заходим в 3-й и провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, заходим в 3-й столбик, провязываем столбик без накида, ниточку затягиваем после того, как провяжем столбик без накида, 3 воздушные петли, пропускаем 2 столбика, заходим в 3-й, провязываем столбик без накида. В конце ряда в 3-ю петлю подъема мы провязываем столбик без накида. Мы с вами связали 2-й ряд. По замыслу у нас кардиган, моделька это, узор этот, надо каждый ряд менять нить. Мы берем новую нить, запускаем ее в петлю предыдущего цвета, затягиваем ниточку, набираем 3 воздушные петли подъема, провязываем вместе все эти ниточки и плюс 2 петли по рисунку. Мы набрали 5 воздушных петель. Предыдущий цвет ниточку затянули, переворачиваем работу, работаем в этом ряду только с арочками. Заходим в 1-ю арочку, провязываем столбик без накида 1,
3 воздушные петли, заходим в следующую арочку, провязываем столбик без накида. Выбор цвета может быть любой, может быть остатки пряжи у вас. Подберите по желанию, по соответствию цвета к цвету. И так можно использовать остаток ниточек. Мы вяжем второй ряд, третий ряд точно так же, как второй. 3 воздушные петли, заходим в арочку, провязываем столбик без накида. В конце ряда мы провязали столбик без накида в арочку, набрали 2 воздушные петли, и в столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали третий ряд. Начало 4-го ряда, 3 воздушные петли подъема. Здесь мы опять меняем ниточку. Но можно не менять, если хотите. 3 воздушные петли подъема. Не оставила, не провязала хвостик. Мы поменяли ниточку, да, и обязательно эти 2 ниточки мы провязываем вот эти 3 петли подъема, чтобы они у нас уходили в вязание. Предыдущий цвет мы затягиваем ниточку. Теперь переворачиваем работу и провязываем ряд столбиками с накидом. Смотрите, как мы заходим в первую арочку, провязываем 2 столбика с накидом. Следующую и последующие арочки по 3 столбика с накидом в каждую арочку. 2, 3. Заходим в следующую арочку. 1, 2, 3. Заходим в следующую арочку. 1, 2, 3. И так в каждую арочку до конца ряда. 1, 2. На начальном этапе, кто только учится вязать, надо постоянно считать. В последнюю арочку мы провязываем 2 столбика в арочку, а третий столбик в третью петлю подъема. Не зря на схемах так показано, что постоянно в первую петлю подъема, чтобы был ровный край. Мы с вами связали 4-й ряд. Начало 5-го ряда, новая ниточка. Берем ниточку, заходим в рабочую петлю, 2 ниточки вместе, провязываем 1 воздушную петлю, как у нас показано по рисунку. Предыдущий цвет затягиваем. Переворачиваем работу. Заходим в первый столбик, провязываем столбик без накида. И во второй столбик провязываем столбик без накида. Вот у нас произошла смена нити. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Теперь, смотрите, мы соединяемся столбиком без накида в столбике с накидом предыдущего ряда. У нас в каждой арочке было по 3 столбика. Мы ввязываемся во второй столбик столбиком без накида. 3 воздушные. Переходим в следующую группу из 3 столбиков. Во второй столбик мы провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, заходим в следующую группу во второй столбик и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли, заходим в следующую группу во второй столбик и провязываем столбик без накида. Когда провязываем столбик без накида, надо затягивать ниточку, чтобы узелочек был маленький, красивенький. 3 воздушные петли. Во второй столбик заходим. У нас их здесь 2 плюс 3 воздушные петли подъема. Во второй столбик
провязали столбик без накида. И в первую петлю подъема мы провязываем тоже столбик без накида. Мы с вами связали 5-й ряд. Начало 6-го ряда у нас получается 5 воздушных петель, 3 петли подъема и 2 петли по рисунку. Мы меняем нить, набираем ее, да, затягиваем ниточку, провязываем 3 воздушные петли подъема, тем самым мы закрепили ниточку, и плюс 2 петли по рисунку провязали. Переворачиваем работу, заходим в арочку первую, провязываем столбик без накида, 3 воздушные, заходим в следующую арочку, провязываем столбик без накида, ниточку затягиваем, 3 воздушные петли, заходим в следующую арочку, провязываем столбик без накида, провязали, просто ниточку затяните, 3 воздушные петли, заходим в следующую арочку, провязываем столбик без накида, 3 воздушные петли, заходим в следующую арочку, провязываем столбик без накида, в конце ряда 2 воздушные петли, и в столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик с накидом 1. Мы с вами связали 6-й ряд. Начало 7-го ряда у нас получается по цвету, да, опять надо менять вот этот цвет. Мы, естественно, его отрезаем и провязываем, присоединяем сюда, в новый ряд. По рисунку у нас по схеме 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3. Предыдущую ниточку затягиваем. Так как здесь происходит частая смена нити, естественно, нам все это надо будет обрезать. Ну или просто то количество нитей, которые у вас цветов, вы будете добавлять. Вы можете и 2-3 раппорта связать одного цвета, потом еще начинать с темного, светлее, светлое, светлое, получится такой градиент. Либо вот так, в карнавальном стиле. Ну, в зависимости от вашей фантазии. 3 воздушные петли провязали, в арочку 2 столбика с накидом. В следующую и последующие арочки по 3 столбика. Фантазия, ну, как бы я не говорю, что вот прям надо подбирать. Те ниточки, которые есть, болтаются и никому не нужны. Можно просто связать вещь и носить ее. Холодными вечерами. Греться. Да. В каждую арочку мы провязываем 3 столбика с накидом. Очень удачный вариант для новичков. Узор простой. Думать не надо. Есть такие узоры, которые прежде чем связать, надо разобраться, как кроссворд. Вот сюда мы теперь в последнюю мы 2 столбика с накидом. И в 3-ю петлю подъема мы провязываем еще 1 столбик с накидом. Мы с вами связали 7-й ряд. Следующий ряд меняем ниточку по цвету, да, получается здесь мы обрезаем и заходим опять сюда. И вяжем 2-й ряд. Теперь вот так у меня получилось. Видно, да? Теперь, как я заправляю хвостики. Заправлять хвостики вариантов всяких много-много. Но нам же потом, если вдруг захочется распустить, надо понимать, да,
где это все находится. Можно либо завязать и отрезать, но потом тоже будет сложно распускать. Можно зайти вот по петелькам, по столбикам, которые мы навязали. Вот так захватить нить и пропустить через эти петельки. Да, это вот у нас лицевая сторона. По краю, да, мы видим, что у нас здесь косички красивые. А здесь изнанка. И вот так вот заправлять хвостики. Ну, кто иголкой это делает? И, ну, просто не в каждую иголку залезет нить. Надо очень долго туда попадать, в ушко. А крючком вот так вот тянули и провязали. Протянули вот так. Ну, если прям надоело, уже обрежьте. А здесь тоже так же. Ну, я так делаю, я не знаю. Здесь, по крайней мере, я говорю, потом, когда распускать надумаете, ну, вдруг захочется что-нибудь еще связать. Вот так эти ниточки. Так я прячу концы в воду. Спасибо, что досмотрели мои видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание модели я оставлю ссылки под видео. А всем пока-пока.